Обстрел Сартаны – это преступление. Любой обстрел, при котором гибнут мирные жители, это преступление. Я ждал отчета ОБСЕ и дождался. Также отчета ОБСЕ ждали украинские СМИ и дождались. Для того, чтобы поставить его в урезанном виде. Я буду толмачом, я буду доносить общий отчет ОБСЕ, так как украинские СМИ, ввиду того, что это уже давно не средство массовой информации, полностью отчеты не доносят до своих читателей, слушателей, зрителей, потому что, не надо им этого знать, не надо. Что мы можем прочесть по поводу обстрела и выводов ОБСЕ? Подтвердила, обстрел Сартаны велся с востока. Все. ОБСЕ Сартану обстреляли оккупанты. Все. Новая газета. Обстрел Сартаны под Мариуполем велся с восточного направления. ОБСЕ. Обстрел Сартаны велся со стороны боевиков. Правда. ОБСЕ. Стреляли с востока. Так, отчет. Ну и все. Давайте сделаем то, что может сделать любой. То, что должны были, обязаны сделать украинские журналисты. Я уверен, они это сделали. Просто вам, читатели, зрители, слушатели, знать этого не надо. Зачем вам? И вот на самом деле этот отчет даже автоматически переведено для того, чтобы не было каких-то разночтений. Сартана. Стреляли с востока. Красный партизан. Этого СМИ уже не увидели. 122 миллиметровые грады залпового огня РЗСО системы ракеты. Вы поняли, что имелось в виду. Выпущенные с запада, севера, запада. Обратим внимание, что разрушено, какие важные военные объекты. Наружные стены особняков, школы, детский сад. Полностью разрушен гараж. Ура! Пантелеймоновка. 122 миллиметровые артиллерийские выстрелы. Запад, севера, запад. Линия разграничения. ОБСЕ проверили, кто вывел ранее отведенное вооружение. ДНР. Отсутствие двух 152 миллиметровых артиллерийских орудий. ВСУ. Отсутствие. 9 буксируемых гаубиц. 10 РЗСО. 4 буксируемые противотанковые пушки. 4 самоходные гаубицы. 4 буксируемые орудия. 8 противотанковых ракетных комплексов. И 5 самоходных гаубиц. Неоднократно приходилось слышать о том, что во время войны, во время боевых действий, во время всевозможных форс-мажорных обстоятельств нормально вот такая пропаганда, недосказанность, манипуляция. Если солгали, то ничего страшного. Лично я считаю, что в любое время вот такого рода вещи, недосказанности, манипуляции, ложь, да и с пропагандой попроще надо быть, недопустимы в СМИ, если они хотят называться СМИ. Пока что же эти псевдо-СМИ, знаете, как тот Вий. Поднимите мне веки. Все, за сим прощаюсь. Это было лично мое мнение, потому что это мой видеоблог.